Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». І сьогодні з нами на зв'язку боєць Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезарь». Добрий день. Честь имею. Скажите, пожалуйста, в первую очередь хотела спросить у вас, какая у вас мотивация? Я правильно понимаю, что вы покинули Россию, чтобы воевать на стороне Украины? Все верно. Я покинул свою родину для того, чтобы защищать Украину. Я давний противник путинского режима, более 15 лет уже, и я являюсь сторонником радикальной оппозиции, той оппозиции, которая считает, что свободу России может принести только вооруженное восстание. Когда 24 февраля началась горячая фаза войны в Украине, когда российская армия вторглась со всех сторон, я как русский человек, я как христианин больше смотреть на это не мог. Я связался с вооруженными силами Украины, я связался с Легионом Свободы России, подал заявку, прошел предварительный отбор и проверку и, попрощавшись с семьей, прибыл в Украину, чтобы сражаться на вашей стороне, на стороне добра и света. Ой, я надеюсь, ваша семья в безопасности, правильно? Да, все верно, моя семья в безопасности сейчас. Хорошо, отлично. Хотела спросить, как это вот вообще получается, вы воюете против своих, да? Что вы испытываете? Вы знаете, я не воюю против своих. Тот, кто как Каин поднял камень на брата своего, на братский украинский народ, он для меня не свой. Он либо мерзавец, либо трус. У каждого в нашей жизни всегда есть выбор. Можно было уйти в бега, можно было скрыться за границей, можно даже сесть в тюрьму. Но идти убивать своих братьев по вере просто ради каких-то амбиций сумасшедшего диктатора Путина и его воровской и ФСБшной банды, я считаю, это страшный грех. И поэтому у меня нет к этим людям ни сочувствия, ни жалости. А вот скажите, Кремль называет ваш легион предателями, наемниками. Что вы можете ответить? Вы знаете, не стоит путать путинскую РФ и народы России. Их не стоит путать. Мы, легионеры, никого не предавали. И мы не приносили присягу Путину. И мы его не выбирали. Мы защищаем свободу Украины. Мы защищаем свободное будущее России. Я, как потомок древнего княжеского рода, делаю то, что делали мои предки веками. Я защищаю свой народ. Я буду защищать его, сражаясь за Украину. Я буду защищать украинский народ от геноцида. И если я доживу до того момента, когда вся Украина будет освобождена, я продолжу освобождать Россию вместе со своими собратьями. А вот скажите, также в Кремле заявляли, что Легион Свободы России – это пиар-проект, что это как бы не совсем настоящие, вы ведете боевые действия. Как вы можете прокомментировать? Для Кремля страшный сон то, что появился Легион Свободы России. Обычно ОМОНовцы сталкивались с хипстерами, с пенсионерами, скажем так, с людьми, которые не могли дать им отпор, да? Вот. Но мы люди, мы зрелые люди и молодые зрелые мужчины, которые взяли в руки оружие, и мы понимаем, что это единственный способ для борьбы с путинским режимом. Поэтому, конечно, мы страшный сон, мы уничтожим этот режим. Те, кто не верит в нашу реальность, могут прибыть на линию фронта. Скажите все это тем, кого мы за 200 за 300, и пускай вот они приходят к нам на ужин, желающие с нами встретить в наш блиндаж на линии фронта. Скажите, а какие вот у вас планы, как вы думаете, сможете ли вы вернуться в Россию? Ну, скажем так, отправляясь на войну, я вручаю свою судьбу в руки Божьи. Я не знаю, чем для меня это закончится, но многие мои товарищи после освобождения Украины, конечно же, пойдут освобождать Россию. Это наша финальная цель, скажем так. Да. А скажите, а какой у вашего подразделения официальный статус?
Мы официальное подразделение, мы входим в состав иностранного легиона, вы знаете, да, который принимает участие в обороне Украины. Мы воюем плечом к плечу с добровольцами из многих других стран. А скажите, ну, как вы находите общий язык с украинскими военными? Ну, то есть есть ли какое-то недоверие или, ну, как это происходит? Возможно, какие-то, не знаю, недоразумения случались. Можете рассказать что-то такое? Нет, в этом плане у нас все нормально абсолютно. Для многих, естественно, удивительно то, что русские покидают свою родину, приезжают в Украину для того, чтобы сражаться со своими соотечественниками. Но когда этот первый шок проходит, к нам хорошее отношение. Нас уважают, понимают, что мы не трусы, мы не прячемся от проблем, мы не хотим перекладывать на Украину решение своих собственных политических проблем. И что за свободу Украины и за свободу будущую России мы готовы заплатить любую цену, в том числе свою собственную. Мгм. А скажите, ну, если вы можете, да, то есть без каких-то военных тайн, то есть насколько многочисленно ваше подразделение и откуда вот берутся какие-то вот новые участники, то есть что, ну, есть ли пополнение и откуда оно происходит? У нас, чтобы вы понимали, порядка сейчас 5000 заявок от желающих вступить в наш регион. Естественно, что мы принимаем далеко не всех. Идет тщательный отбор. В первое время, в начале войны, много было пленных. В нашем батальоне, я представляю второй батальон, у нас военнопленных нет. У нас те, кто были только добровольцами. Сейчас у нас формируется третий батальон, который после обучения попадет на фронт, будет сражаться рядом с нами. Там уже есть те, кто попал по мобилизации и перешел на сторону Украины. Путинский режим, его безграмотное руководство, оно просто делает все максимально для того, чтобы пополнить наши ряды. Это очень интересно. Вы прямо даже мой вопрос предвосхитили насчет пленных российских, которые, возможно, присоединились. Скажите, а насчет того, да, насколько ваше подразделение реально принимает участие в боях, то есть в каких общеизвестных каких-то сражениях участвовало ваше подразделение? Наш легион сражался под Харьковом, он сражался под Северодонецком. Сейчас мы ведем бои на Бахмутском направлении. Это достаточно горячий участок, наверное, один из немногих участков, где войска Российской Федерации еще пытаются наступать. Мгм. А скажите, как обстоят дела с материальным обеспечением? Ну, как бы, есть ли оружие и все остальное? У нас все хорошо. Сбройные силы Украины хорошо обеспечиваются. У нас отличная подготовка. Нас никто не бросил на фронт необученными. У нас был очень тщательный отбор. У нас почему, скажем так, многие жалуются, что им не сразу отвечают. У нас идет тщательный отбор на всех этапах. У нас идет очень тяжелая подготовка. Она и умственно тяжела, и физически тяжела. Вот. До того тяжела, что однажды я даже пожелтел после нескольких часов, вот, скажем так, тяжелой нагрузки. Меня чуть не отправили в госпиталь, подумали, что желтуха, но все обошлось. Вот, то есть нас очень серьезно готовят. Вот, А сколько поэтому времени занимает подготовка, ну, в среднем бойца? сначала у нас идет курс общей подготовки, общий, Мгм. который не зависит от специализации, потому что любой наш боец должен быть как минимум хорошим пехотинцем. А дальше уже идет достаточно продолжительная специализация. Вот. Но я вам точные сроки не буду обозначать, я боюсь раскрыть какую-нибудь тайну, да, поэтому лучше я вам чего-то не доскажу. Хорошо. У меня еще такой вопрос. Ну, я не знаю, так как ваши соотечественники, если так, ну, не знаю, можно назвать, наши враги считают вас предателями, мне кажется, ну, достаточно как бы, ну, вот если попадают ваши бойцы в плен, то есть было такое, скажем,
какие ситуации могут случиться, или лучше вообще в плен не попадать? Есть какая-то стратегия у вас? Мы не попадаем в плен. И для нас такого варианта и такой возможности вообще не рассматривается. Мы сражаемся до конца. У нас очень грамотное управление, у нас грамотное взаимодействие со сбройными силами Украины, у нас отличная подготовка и экипировка, поэтому в плен нашим воинам попадать еще не доводилось, и я надеюсь, что этого не случится. Конечно, у нас были раненые, да, у нас были раненые, убитые, но пленных с нашей стороны не было. И мы никого не оставляем на поле боя, в отличие от войск Российской Федерации. Ну, слава богу, рада это слышать. А скажите, а получаете ли вы там, ну, и бойцы вашего легиона оплату? Есть ли какое-то место дислокации у вас, когда не ведутся военные действия? То есть насколько вы обустроены? Ну, скажем насколько вы так, можете сказать, конечно. у нас хорошие бытовые условия, у нас комфортные условия для подготовки, комфортные условия для отдыха в период ротации. Но у нас отдыха нет, чтобы вы понимали, да? У нас отдыха в таком плане, что мы бездельничаем, у нас этого в принципе нет. Мы либо сражаемся, либо проходим боевую подготовку, изучаем ратное дело. Вот. Мы точно такие же военнослужащие, как и остальные военнослужащие Сбройных сил Украины. То есть нас также хорошо снабжают, хорошо кормят, мы получаем также денежное удовольствие. Вот, то есть в этом плане мы не отличаемся. Так, случались ли какие-то, ну, может, забавные случаи или недоразумения, скажем так, с нашими украинскими военными, и, ну, просили ли вас поляныться, там сказать, или так далее, где-то на блокпостах? Может, кого-то арестовывали по ошибке? Были ли такие вообще случаи? Все-таки видно, что у вас, ну, российский выговор, да, речи. Могли быть, наверное, какие-то ситуации, правильно? С нами есть наши товарищи, которые решают вопросы с поляницей, вот, и так далее. То есть в этом плане никаких проблем, забавных и каких-то непредвиденных случаев у нас, слава богу, не получается. Ну хорошо, у меня еще последний вопрос. А скажите, вот как реагируют жители вот, освобожденных, например, территорий, когда узнают, что ну, их, ну, по сути, от россиян освободили россияне, да? То есть как на вас реагируют украинцы? Ну, конечно, многие шокированы бывают этим, да, и нам очень вообще печально видеть. Мы же видим, что когда освобождается территория, мы находим следы страшных военных преступлений. Нам очень горько за то, что там происходит и происходило. Вот. И мы понимаем, что натворили наши соотечественники. Мы понимаем, что мы не остановимся для того, чтобы это прекратилось. Мы готовы искупить кровью, если надо, жизнью, оплатить долг чести украинскому народу. Хорошо, спасибо вам огромное за интервью тогда. Всем нам победы. Победа Украины, она неизбежна.